Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о том, почему 3 года я на интервальном голодании, 68 лет я продолжаю. Сегодня я иду на работу, я Элла из Бостона. Прекрасное утро в Бостоне, середина сентября. У меня есть несколько минут, и хотела я с вами поделиться, какой рацион мне помогает сохранять интервальное голодание. И в первую очередь давайте уточним, что интервальное голодание не является голоданием, потому что было очень много комментариев, потому что не надо голодать, голодать вредно во многих случаях. Мы не говорим о медицинском голодании, мы не говорим о голодании без воды, почему-то называется русским голоданием. Прокомментируйте, если вы знаете почему. Мы не говорим о голодании водой не 3 дня, не неделю. Это нужно делать, может быть, под наблюдением врача и в зависимости от того, чего вы пытаетесь достигнуть. Если вы просто хотите сохранять здоровый образ жизни, похудеть, потерять вот этот вот вес вокруг вашей талии, спасательный круг. Столько есть данных, что этот вот висцеральный жир, который окутывает наши органы, вот именно это вас и убивает. Опять, голодание, о котором говорим мы, это не голоданием, это стиль жизни и определенный режим питания. Вот смотрите, можно не есть 16 часов и есть 8 часов. Доктор Уильям Ли, у него есть прекрасные передачи, посмотрите, пожалуйста, на английском языке. Он говорит, что 16-8 один из самых щадящих и благоприятных видов голодания. Какое же это голодание, дорогие друзья? Все, что вы исключаете, это ваши перекусы. А все, что остается в 8 и 16, это 3 приема пищи. С 3 приемами пищи жить можно. Я, например, завтрак не люблю, поэтому я в основном 6 на 18 и в 6-часовом режиме питания, например, можно поесть в 11 часов и можно поесть в 5 часов. Ну вот смотрите, сегодня я иду на работу. Все, что я сделала с утра, я выпила лимонный сок. Это не лимонный сок, это вода, теплая вода с половиной выжатого органического лимона. Почему органического? Потому что цедру либо можно снять, либо можно прямо в кожуре и забросить. И будут вам эфирные масла. А после того, что я выпила лимонную воду, через какое-то время я пью кофе. Я пью кофе, как вы уже знаете, с креатином. Потом я пью оставшуюся лимонную водичку с лицином. В кофе я добавляю козье молоко. Вот это вот мое козье молоко. Я его очень люблю. Но если козьего молока нет, то можно добавить масло. И в последнюю вот чашечку кофе MCT oil, вот он, столовую ложку MCT oil. И тогда у вас будет пуленепробиваемое кофе, Bulletproof кофе отца биохакинга Дэвида Аспри. Это его кофе, но оно почему-то уже переведено на русский как бронезащитное кофе. Мне нравится больше пуленепробиваемое. Это прямой перевод. И что это пуленепробиваемое кофе сделает со мной сегодня? Вот я его сейчас пью. Кстати, недавно я стала капать 1 капельку йода. Английские врачи очень рекомендуют, и я потом вам более подробно расскажу. Можно употреблять ги также. Вот это масло, оно А2. Масло, если не было у меня сегодня козьего молока, то я бы положила чайную ложечку этого масла и столовую ложку МСТ. И вот сейчас у нас уже без четверти 10. Когда я буду есть?
Это я все еще на интервальном голодании. Интервальном голодании с жиром. Я вам напомню, в конце я прицеплю это видео, где я подробно все это объясняю. Я буду есть в 5, 5:30, 6 часов вечера. Получается, что я на интервальном голодании аж 21 час. Приду в 5, начну есть в 5, предположим, а закончу в 8, 3 часа. Но так это получается не всегда. Так это получается в те дни, когда я работаю. Кстати, на русском канале один мужчина тоже делится своим опытом похудания. Кстати, я Элла из Бостона, мне 68 лет. Я потеряла 30 килограмм и 30 сантиметров в талии. И 3 года я уже в этой форме. И интервальное голодание или режим питания, как я уже объяснила, интервальный режим питания, где мы едим 3, 2 или 1 раз в день. Ну вот сегодня будет 1 раз в день, как я уже сказала, мужчина делится своим опытом, как и я делюсь. Он тоже потерял огромное количество веса, и вот он то же самое говорит. Вот когда он на работе, те дни, у него получается аж 21/3. А последние несколько дней я была дома, так даже и 8/16 был один день. Видно, я была голодная, ела 3 раза, потом слушала доктора Уильям Ли, он меня вдохновил. А следующий день уже было 6/18, 2 приема пищи. Ну, и сегодня я иду на работу, вот у вас получается аж 21,3 часа еды. Что я буду есть, когда я приду? Вот, видите, тыквочка. Я ее разрежу пополам и буду ее на пару готовить. Органическое авокадо практически каждый день, хоть в салат, хоть как. Вчера, например, я его ела с семгой. Это у меня была первая как бы закусочка. У меня также есть приготовленная баранина, уже картошка. Говорится, картошку не надо, а я ем немножко органической картошки, режу на кусочки, поливаю маслом и запекаю в духовке. Также салат. Много салата, ну много, вот столько примерно салата, который я люблю сделать заправку. Вот говорят много об этих оксалатах, с всякими зелеными листьями. Оказывается, что йогурт убивает все эти оксалаты. Поэтому я люблю взять йогурт, лимон, оливковое масло, специи всякие, все это размешать. И чесночка можно положить. И вот у вас замечательная заправка, лимонный сок, вариации на эту заправку и совершенно прекрасный салат. Сколько протеина? Но сегодня у меня баранина будет, ну, вот примерно вот как ваша ладошка, женщины и мужчины. У вас ладонь побольше, вот примерно столько баранина, несколько медальончиков будет. И вот немножечко протеина и салат. Если я буду еще голодна, я обязательно съем кусочек хорошего зернового хлеба. А вчера вот, кстати, не была голодная, не ела. Вот с этим замечательным маслом. Говорят, не мазать маслом, у меня дедушка из Украины, когда мы голодали, я помню, в Тбилиси аж в 60-м году, мне было 3 года, на черный кусок хлеба он мазал масло, где он брал его, я не знаю, чеснок давал в руки, и вот так мы голодание выживали. Ну, вот мазать, не мазать, вы сами решайте, на что мазать. Я иногда люблю. А потом, смотрите, французы. В конце обеда им могут принести масло, хлеб, сыр. И несколько раз в неделю даже десерт. Десерт я не ем. Я ем мед. Иногда вечером. Самое главное, сегодня очень такой короткий обзор всего, что я ем. И самое главное, уберите сахар. Уберете сахар, замените его либо вот на это, либо архат и аритрит. Мангфрут и эритрит. По-русски переводится архат, эритрит. А вот это аллюлоза. Есть много вариантов на рынке этой органик-аллюлозы, но она, я уже говорила вам, просто такая же сладкая, как и
сахар, никакой просто разницы. И сегодня у нас бонус. Я давно хотела с вами поделиться, как вот я дотяну все-таки до 5 вечера, выпишу вот эту вот последнюю чашечку кофе. Хочу поделиться моей формулой, которую я на работу ношу. Я называю ее эликсир здоровья, молодости и энергии. И сейчас я вам расскажу, что я в этот эликсир кладу. Вот так вот я его взбиваю, потому что там... И потом переливаю после этого в стеклянную бутылку. И несу с собой на работу каждый день. Что там? Пребиотик инюлин. Вот этот инюлин – это нерастворимые волокна, пребиотик, которые сделаны из волокна артишока, иерусалимского артишока. Вот они, если хотите, я вам дам ссылку. Потом глайсин, о нем мы будем говорить отдельно, заменимая аминокислота, так же, как и турин. Турин был моей первой заменимой аминокислотой, он регулирует давление, опять-таки о нем он заслуживает отдельного видео, так же, как и глайсин. Сколько там на этом есть. Внутри есть ложечка. Вот смотрите, это новая МСМ. Опять-таки, доктор из Англии, Австралии сказали капать йод, хотя бы 1 или 2 капельки. И также МСМ я начала класть вот в мою вот это мое питье, мою поршень, которое я ношу с собой на работу. Что такое МСМ? Это sulfuric acid. Вы смотрите, я раньше покупала очень много спраутед, пророщенных брокколи. Во-первых, они дорогие. Во-вторых, иногда надо мыть, иногда мыть не надо. На улице люди шумят. А вот это вот добавишь, и уже об этом не думаешь. Что еще я туда положила? Вот. Urolithic Urolithin A. Urolithin A это доктор Берг порекомендовал. Это не витамин А, это выжимка из граната и резерватол в этой формуле. Вот несколько капель туда пошло. И последнее магнезиум L-трионейт. Поэтому не бегите записывать, что говорится. Я дам вам полный список в описании, что в эликсире молодости, здоровья и красоты. А сейчас мне нужно бежать на работу. И с собой вот я также беру вот следующий водорастворимые витамины. Вот как раз с этим и хорошо выпить. Жирорастворимые я уже приняла. Я вам подвешу видео, которое вам расскажет, как я все это делаю. А вот они водорастворимые. Тут B1, B2, B3 биотин. Тут также имеется Си. Вот этот Си, если хотите, я вам дам ссылку. Он очень-очень хороший, 250 миллиграмм. И нитрик оксид. Nitric oxide, оксид нитрита, по-моему, по-русски, потом начнете меня. Пожалуйста, кстати, корректируйте меня, я 45 лет в Бостоне, я забываю слова, особенно потому, что я смотрю так много часов на английском языке, а потом сразу пытаюсь вам по-русски это рассказать, вот получается, что иногда неправильно перевожу. Оксид нитрита. Оксид нитрита очень полезен. Я могу его сейчас прямо принять и побежать. Приму вот примерно в час дня. И так как я еще буду продолжать работать 3 часа, потом пойду по магазинам, потом буду идти домой, вот как раз хорошее время все это принять. Дамы и господа, огромное спасибо вам за внимание. Я хочу с вами на этом попрощаться. Еще раз я встаю. И чтобы сказать вам следующее, вот здесь будет мое интервальное голодание, более подробное видео. Опять-таки не забываем, что интервальное голодание – это не голодание, это
режим питания, хорошего полноценного питания. То, что я ем на обеды, я буду вам рассказывать всю зиму, я обещаю вам. А кто хочет уже посмотреть, перейдите на английский канал, и там вы увидите, что я ела предыдущую зиму, английские слова. Многие из вас и понимают это прекрасно, английский тоже. Здесь будет моя подписочная кнопочка, пожалуйста, подписывайтесь, чтобы мы могли все это вместе более подробно обсудить. И те, кто уже на интервальном голодании, пожалуйста, комментируйте, как у вас это получается, что вы едите, какое у вас питание. Я не даю точные, стопроцентные рецепты, потому что у всех источники разные. Но мы об этом поговорим отдельно. Опять-таки, мое интервальное голодание, вот здесь, и также 7 принципов, когда вы посмотрите, будут туда прицеплены 5 принципов, на самом деле хоть 10, их много. Но самое главное, еда, сон, витамины, минералы, физическая активность. Об этом мы будем говорить всю зиму. Пожалуйста, подпишитесь. Вот моя подписочная кнопочка. Благодарю за внимание. Огромное вам спасибо. Скоро увидимся. До свидания.